Добрый вечер, дорогие друзья! Добро пожаловать на занятия в Академию Restore. Меня зовут Саша Амбалов, я фотограф, немножко видеооператор. Сегодня больше, чем обычно, но об этом чуть попозже. Сегодня будем разбираться, что можно делать с новым айфоном, особенно если он у вас не привязан, как у меня, и можно с ним куда-нибудь ходить. Но это сделано все специально для того, чтобы вы получали красивую и офигенную картинку у себя в трансляции. Мы находимся в студии AMLab. Сейчас будем рассказывать, как можно снимать на iPhone. Достаточно эффектные видео. Разберем все это дело на примерах. Сейчас с этого прямо начнем и расскажу. Тема нашего сегодняшнего эфира — это эффектные видео на iPhone 12. По большому счету, это в целом история про эффектные видео. iPhone 12 просто дает некие небольшие преимущества то тут, то там, что в сумме получается как ого-го. Но в целом, если у вас там 11, 10, вполне можете снимать, пользоваться тем же прям монтажным софтом. И ура! Давайте, собственно, начнем, наверное, с видео. Я покажу вам все видео и фотоматериалы, которые мы сегодня затронем, а потом уже дальше пойдем по лекции. Давайте начнем тогда прямо вот с этого видоса. Это то, что мы подготовили и сняли как раз на 12 iPhone, целиком специально съемку под это дело. В одной знаменитой стилистике многие из вас, кто занимается видео, скорее всего, ее узнают. Погнали! Вот такой вот видосик мы сняли нашей небольшой командой на 12 iPhone. Плюс вчера я морозил свои ноги, уши и нос и снимал ночной таймлапс прямо в центре города. Давайте его сейчас тоже покажу, потому что у нас будет небольшой кусочек про таймлапс видео на новый iPhone, потому что там тоже есть нововведение. Еще не 0 градусов, но тем не менее, вот это было снято и смонтировано на 12 iPhone. И так как я в первую очередь фотограф, то, естественно, я еще много фотографировал. Здесь есть парочка картинок, которые сняты, опять же, и обработаны тоже на iPhone. Здесь вот немножко Юля, это еще и лайв-фото, да, вот так это выглядит вживую. Обработано также в дефолтном приложении, я здесь ничего не использовал, помимо стороннего. То есть вот это все можно сделать, эти фотографии, которые я показываю, можно будет обработать прямо в стоковом приложении. Это все в портретном режиме, поэтому фон красиво размывается. И так, вот про Дэниела чуть попозже. Вот еще несколько картинок с залива. Мы тоже отдельно съездили и поснимали. Причем мы поснимали там как фото, так и видео. Я пока успел обработать и отобрать немножко только фотографий. Видео тоже покажу, но я не успел смонтировать. Но там прям тоже есть несколько тестов, которые мы с вами посмотрим. Я покажу, как он стабилизирует, где мы бегали прямо с ним. Довольно эффектные штуки, мне кажется, они должны будут вас удивить. Итак, давайте тогда перейдем к главному, самому интересному. Эффектные видео на iPhone. Вот в этих видео, которые мы с вами посмотрели, я сейчас выключу звук, чтобы они параллельно играли, вы видите главную особенность — это то, что есть в некоторых местах есть переходы через такой смаз или вот какие-то вот такие вот переходы движения камеры, которые мы сейчас с вами разберем. Я покажу, как это делается, как это монтируется, что для этого нужно иметь, как это, в принципе, снимается. Покажу бэкстейдж. Это будет основная тема нашего сегодняшнего занятия. Надеюсь, что она вам понравится. Итак, вот эта история с эффектными переходами. Давайте я сейчас запущу и покажу первый фрагмент. Вот здесь вот девушка трясет бутылкой, камера уходит наверх и тут же как бы поднимается сверху вниз, и здесь наливается вода. Соответственно,
Вот такие переходы легче всего считываются нами, зрителями. Такие переходы создают иллюзию, как будто бы движение неразрывное. Да? Камера как бы ушла наверх, а после этого склейка, вот здесь вот в столе, да, на самом деле, тут вот сейчас вы увидите, да, вот тут она спрятана, вот тут на самом деле кусок стола, вот он, и мы из-под стола поднимаемся, и ура. Но нами в динамике, если мы посмотрим это еще раз вот так, оно выглядит как единое действие. У меня пока это не идеально получается, но я уверен, что если вы потренируетесь, у вас получится лучше, чем у меня. Это довольно известная техника, ее использует вот этот парень. Настоятельно рекомендую подписаться на него на YouTube. У него есть огромное количество видосов, которые очень подробно рассказывают, но на английском. Соответственно, я сегодня расскажу об этом по-русски, плюс, соответственно, небольшой кредит Дэниелу, потому что он красавчик, и его видосы действительно вдохновляют людей по всему миру, но вот в России в том числе. Итак, как эта штука выглядит на монтаже? Да? Я вам показал вот саму склейку, но сейчас давайте откроем InShot, я покажу вам весь проект, как это дело смонтировалось и так далее. Мы к программе еще вернемся, но для тех, кто задается вопросом, а в чем я монтировал, это программа InShot, она по умолчанию бесплатная, и 90, наверное, процентов функционала в ней может оставаться бесплатным, но там есть некие преимущества. Я в этот раз, по-моему, ничего платного не использовал, если мне память не отшибает. Сейчас мы откроем... Вот у меня несколько версий лимонадного видео, по-моему, кажется, последняя. Кто делает версии, тот может заценить. Итак, вот здесь у меня мои видосики. Вот так это выглядит на монтажной склейке. И как вы видите, каждый кусочек буквально длительностью в 1 секунду. Вот тут вот 3 секунды, и дальше одна, и самый последний кадр 9 секунд. Итак, вот здесь, когда мы посмотрим в этот момент, мы переходим с одного видео на другой, и я здесь использую такой дефолтный transition. Transition — это, собственно, переход через fade. Но он здесь очень-очень короткий, поэтому, на самом деле, он здесь практически не читается. И здесь есть несколько еще кадров, где используется такой же переход. Вот здесь камера уходит, видите, я заваливаю ее под стол. Здесь ягоды снова падают, и мы здесь просто продолжаем движение, ничего особенного. Здесь мы приближаемся и сразу переходим в воду. Дальше крутится телефон. Я сейчас покажу, как это делалось. Максимально постараюсь с проводом. Здесь мы снова уходим вверх. И снова оказываемся, поднимаем телефон снизу. Вот так это выглядит в монтажке. Не выглядит, на самом деле, ничего страшного. Ну, то есть, действительно очень просто. Давайте я покажу, как это выглядит в исходниках, чтобы вы понимали, как это снимается. Так. Вот у нас есть 2 кадра, на примере этих кадров я вам сейчас покажу. Вот здесь мы там с Настей договариваемся, что она готова. Вот здесь вот в этот момент за бутылкой я просто веду телефон. В данном случае это просто повторение одного и того же действия, чтобы мое движение телефона и Настина движение руки с бутылкой совпадало. Это делается там в течение 5 попыток, и у вас тоже получится. Дальше она хватает бутылку, дергает ее, и я с некоторым опозданием, по-моему, это не идеальный дубль, задираю камеру наверх. И вот здесь вот в потолке ее держу. То есть вот моя главная задача вот в этот момент дернуть телефон резко вверх. И соседний кадр, когда мы уже заливаем, и вот здесь я резко поднимаю телефон наверх, и, естественно, мы договариваемся с Настей, что вот она в этот момент поднимает. Вы можете послушать это со звуком. Давай. Ну и в конце я телефон также после этого действия убираю в сторону, чтобы создать смаз под стол. Вот это снимается очень просто. Еще раз. Берем телефон. Соответственно, я просто делаю вот такие вот смахивания камерой. То есть, условно, если мне нужно будет что-то такое снять, то я буду делать это руками. Прям без всего. Я ничего дополнительного на съемке не использовал. Я проведу вот так и потом мотну камеру в сторону. Это все, что нужно сделать для того, чтобы получить такое видео. То есть это на самом деле очень легко получится реально у каждого. Давайте немножко в 2 словах про съемку, где мы снимали, что это была за локация и нужно ли что-то дополнительное, очень сложное помимо айфона для того, чтобы сделать похожий ролик или нечто подобное. Итак, это обычная кухня, чтобы вы понимали. В этом нету ничего невероятного. Вот это реально самая обычная кухня. В ней красивый стол.
кухня сзади белая, да, светлая, специально для того, чтобы в кадре это смотрелось симпатично. Плюс вот здесь вот тут видно, что это подсветка для... Как эта штука называется? Духовки, да, для микроволновки. Вот она светится. И слева еще одна небольшая лампа. Она практически никак не влияет на свет, поэтому она в этом кадре присутствует, но на сам кадр, который мы снимаем, никак не отображается. Соответственно, это самая обычная кухня. Процесс съемки выглядит вот так. Это таймлапс, снятый на 11 iPhone, как мы снимаем на 12 iPhone. На самом деле 90% съемки — это разговоры. Здесь вот Настя специально пальчики подносит к этой полупрозрачной штуке, потому что iPhone не очень хорошо фокусируется на стекле, потому что стекло прозрачное, поэтому подносили туда пальцы. Это, наверное, было единственное неудобное, что мы сделали, но мы вот придумали такую штуку с пальцами. Вот видите, она каждый раз вытягивает руку перед дублем, да, для того, чтобы я сфокусировался и заблокировал фокус. Сам дубль занимает 1 секунду, и потом мы снова смотрим, обсуждаем и смотрим, пытаемся понять, насколько это красиво или некрасиво получилось. Поэтому с точки зрения локации подойдет любое симпатичное место. Мы выбрали просто квартиру на Airbnb, арендовали, пришли, поставили ровно один прибор, и вот так это все дело организовалось. Давайте про локацию вроде как должно быть понятно. Если будут вопросы, ребят, про любую тему, которая сегодня звучит, задавайте их, я с радостью вам отвечу, никаких секретов не утаю. Мне здесь главная задача, чтобы вы после этого пошли и какой-нибудь акт творчества совершили. На 12 iPhone или нет, наверное, не так важно, но главное, чтобы вы что-нибудь попробовали, вам захотелось что-нибудь сделать. Вот здесь еще один кусочек бэкстейджа, как мы снимали ягоды. Ягоды мы положили вот на такой вот поднос, видите, они здесь лежат. Причем случайно получилось, что мы как бы помыли эти ягоды, и туда попала вода. И я подумал, а что, если мы как бы подкинем ягоды с водой? И получилось безумно красиво, и поэтому, соответственно, мы оставили дубли, где еще была вода. Вот тут не таймлапс, тут видос. Вот она там спрашивает, я спрашиваю, готова ли ты? Она говорит, нет, ну давай. Ну и в данном случае она поймала все ягоды. И таких дублей было, наверное, 5 или 6. В итоге пол был мокрый весь, но было очень весело. Я надеюсь, что когда вы будете что-то такое снимать, вам тоже будет процесс доставлять удовольствие не меньше, чем результат. Давайте в 2 словах про свет. Да, что за свет мы использовали и какое оборудование нужно для того, чтобы конкретно вот такой видос снять. Мы находимся на кухне, да, и выключен на кухне весь свет, кроме лампы под... Как эта штука называется? Под микроволновкой. Второй раз забываю это слово. И у нас стоит один вот такой вот октобокс, да, вы видите. Он довольно большой, где-то 120 сантиметров. На самом деле примерно такой же, который освещает меня сейчас. Если я сейчас сделаю вот так, то вы увидите. Вот на меня светит такой же, но только с сотами. Вот так это выглядит. Да, он под небольшим углом, тут нету ни журавля, ничего. Это обычная стойка, соответственно, вот он просто светит. И больше ничего. Вот тут в контровом, тут еще у меня всякие прибамбасы. Тут вот фонарик на меня светит, чтобы было красиво. Но там мы ничего такого не использовали, за исключением пары кадров, которые я сейчас покажу. Так, давайте я их только сначала, наверное, найду и потом покажу. Так. Вот здесь вот в самом конце, сейчас будет видно, когда мы снимали последний кадр, снимали мы его дольше всего. Вот здесь. Так. Это удачный дубль. Я хочу найти неудачный. Тоже удачный. Ну, не такой, как надо, но вот, да, вот это он. Вот там вот сзади, сейчас, оп, и попал прибор в кадр. Соответственно, вот эта сцена снимается с точно таким же вот октобоксом, который светит. Он стоит все в одном месте. Всю съемку мы думали, что будем его двигать, там что-то еще. Не, поставили и больше не двигали. Вот там вот сбоку, да, сейчас давайте я найду нужный дубль, нужный момент. Вот. Там стоит такая маленькая панелька, которая светит оранжевым светом и добавляет вот это вот свечение на просвет. Оно же на самом деле очень красиво выглядит, когда мы говорим о видео... Момент, сейчас покажу. Так, вот, когда ягоды падают, они полетели вверх. Вот видите, они с водой как раз, потому что с
Вот там даже снизу, вот тут вот 2 пикселя торчит снизу. Это рука Насти, потому что попала в кадр, а я проглядел и не скадрировался. Ну, неважно. Так, и вот они начнут сейчас падать. И вот здесь вот они подсвечиваются как раз тоже контровым оранжевым, чтобы было красиво. Наверное, один из лайфхаков, которые могут быть интересны, это не просто вода, это прям газировка. Мы купили, в общем, какую-то газированную воду сладкую, прозрачную, чтобы при падении туда предметы, они как бы покрывались вот этими пузырьками очень-очень сильно, и это как раз давало вот этот вот интересный такой вкусный эффект, когда все вокруг покрыто пузырьками и создает вот это ощущение влажности. Вот. Наверное, из нюансов еще не про свет, но про происходящее. Вот здесь вы видите, сам графин покрылся конденсатом, да, вот здесь, и в последнем кадре вот сам стакан тоже. Обычно правильные, профессиональные, очень маститые фуд-фотографы используют специальное покрытие для того, чтобы создать ощущение, и сам стакан теплый. Мы это делали на минималках, просто поставили в холодильник на 3 минуты, достали, и он холодный. Ну, после того, как он чуть-чуть разогрелся, он стал нормальный. Вот так вот, потому что вся съемка заняла, наверное, где-то 2 часа, процесс съемки. Вот, соответственно, про где рассказал, про как мы ставили свет рассказал, что за свет тоже рассказал, вроде как ничего невероятного здесь нету. Давайте теперь вернемся в InShot, и я покажу, как это дело монтируется. Да? Для этого я драфт не буду использовать, я покажу прямо с самого начала. Программа InShot в целом по умолчанию бесплатная. Есть ограничения там на всякие ультрамодные переходы, которые, опять же, в этом видео я не использовал. По-моему, на некоторые шрифты, может быть, на некоторые фильтры. Но и шрифты, и фильтры можно там, условно, за 100 рублей купить. Или если вы хотите весь функционал дополнительный сразу в виде стикеров и прочего, в общем, смотрите, разберитесь там легко, вы не запутаетесь. Итак, давайте попробуем собрать новое видео. Я покажу, как это легко делается. Тут нет ничего невероятного. Добавляем пару видосов. Для этого давайте зайдем в альбом. И прямо вот отсюда я цепану как раз ту парочку. Вот этот и вот этот видос. Здесь во время импорта можно их подрезать, нажав вот на эти вот ножнички. Ну или подрезать в конце, если вдруг у вас не очень короткие видосы, можно подрезать там. Но если вы загружаете внутрь видосы там, по 3 минуты, и вам нужен внутри кусочек там, на пару секунд, то лучше, конечно, подрезать их здесь ножницами, так как у меня условно почти весь видос мне нужен, я добавлю. Нажимаем, добавляем, довольно быстро происходит. Здесь у меня сейчас стоит ограничение 4:5. Давайте, а видос, естественно, 16:9. Давайте просто поставим 16:9 и ура. И очень простой функционал. Вот у меня 2 видео загрузились. Вот одно заканчивается, и вот второе начинается из-под стола. Соответственно, моя задача отрезать их в начале, отрезать в конце и убедиться в том, что они довольно неплохо склеиваются. Давайте подрежем в начале где-то... Вот тут оно начинается, да, соответственно, можно или потянуть за краешек слева, или я просто нажму сплит, вот на эту кнопочку, вот тут сплит. Оно разрезалось здесь, и левый видос я просто удалю. Дальше мы найдем здесь. И вот где-то вот до сюда я отрежу. Точно так же сплит и delete. Он удалит, соответственно, автоматически выбранный кусочек, который будет следующим. Delete. Ура, у меня получилось пока сейчас вот так. Но здесь пока вот статичный видос, поэтому мы находим момент, где я начинаю телефон поднимать. Где-то вот здесь, примерно. Если что, сейчас подправим. Опять же, отрезаю, удаляю. И здесь до конца, вот он уходит под стол. Здесь, наверное, тоже, давайте я просто... Вот здесь сплит, delete. Окей. Давайте теперь посмотрим, как эта штука выглядит. Но вы сейчас еще и звук услышите. Я, к сожалению, не услышу звук, но я думаю, что не критично. Вуаля. То есть давайте еще пару раз, чтобы вы убедились, что сама склейка практически не видна. Несмотря на то, что я использовал фейдер, я вам показывал это. Тут вот есть небольшой скачок. Он связан с тем, что у меня здесь кухня снизу белая. Если бы я уходил... В целом не очень заметно, честно. Там есть небольшое вот это вот дергание в белый.
Соответственно, чтобы его спрятать, можно нажать на вот этот вот значок посередине между видео, и он предложит целую кучу разных эффектов. Вот эта строка сверху, она бесплатная, поэтому я просто выберу вот этот Basic Transition с фейдером и поставлю самую короткую версию фейдера. Настолько короче, насколько можно. Вот кажется, что он немножко сжевывает кусочек видео. Вот тут не очень удачно получается. И видите, он залезает на вот этот видос. Поэтому я немножко продлю в начале и, может быть, немножко продлю здесь в конце. Давайте посмотрим еще раз. Ага, тут перестарался. Может быть, как-то так? Чуть-чуть буквально нужно вернуть. Во, ура. Соответственно, вот так вот эта склейка работает. Как вы видели, большая часть основных склеек, они очень простые, просто в стык. Там нет ничего невероятного. Давайте в двух словах я покажу еще, как этой штукой пользоваться, я имею в виду иншотом, и что здесь еще можно делать. Прямо здесь можно покрасить. Да? Давайте возьмем какой-нибудь кадр, где много разных цветов, чтобы мы понимали, как оно будет краситься. Для этого нужен раздел «Фильтры» и еще раз «Фильтры». У меня куплен пак киношных фильтров. Киношных? В кавычках все. Но вот Cinema 1 в целом неплохо выглядит, если его там на какие-нибудь 60% поставить. Слева есть двойная галочка такая, чтобы применить ко всему. Соответственно, у меня оба видоса покрасились. Вуаля. Здесь они стали более-менее совпадать. Мне кажется, что второй немножко темнее, чем первый, поэтому я могу выбрать второй, нажать Edit, и здесь зайти во вкладочку Adjust. И, соответственно, сделать чуть-чуть посветлее и чуть-чуть поконтрастнее. Можно даже Highlights тоже немножко приподнять. Где-то здесь. Соответственно, вот здесь они, кажется, должны чуть больше совпадать. Все равно не совпадают. Видите, что вот этот более бледный, этот более контрастный. Соответственно, вот этот мы сейчас сделаем более контрастным. Заходим, добавляем контраст. Окей. Вуаля. Все, вроде собрали. Готово. Опять же, не очень сложно. Теперь, что же делать с музыкой? Музыка тоже прямо здесь, раздел Music, вот он. Здесь есть треки, и тут все эти треки можно использовать. Развлекайтесь. Единственное ограничение, точнее даже не ограничение, а такое пожелание, как только вы будете... Я использовал, по-моему, Flow. Вот, они здесь пишут, что лучше всего... Вот добавьте вот такую фразу или в описании поста, куда вы это делаете, что музыка, трек называется так-то, а musician, то есть автор этого произведения, вот такой-то. Я стараюсь использовать это максимально легально, поэтому если мы зайдем в инсту и... Сейчас, момент. В мою только инсту. Па-па-пам. Давай. Сейчас. То здесь я прямо... тегу этого чувака, вот эта строчка Musician Liquid, и я ставлю галочку. Человеку приятно, он видит, что его музыка использовалась, вероятно, может быть, ему даже понравится то, что я сделал. Пару авторов, которых я отмечал, они приходили и говорили: о, да, это круто, спасибо большое. Во-первых, что тегнул, во-вторых, типа, клевый видос, это, в общем, тоже приятно. Делайте так, не зашкварьтесь. Ура! Соответственно, про монтаж рассказал, про музыку рассказал, про переходы показал. Здесь все в меру очень-очень просто. Про эффектные переходы есть. Давайте тогда про камеру в двух словах. Какие у нас в принципе есть отличия в 11-12 айфоне? По большому счету их не очень много, если мы говорим про 12 Pro, а не про 12 Pro Max. Pro Max еще не вышел, примерно каждый 10-й из вас написал мне в личку: а когда же, почему ты используешь Pro во время этой лекции, лучше же снимать на Pro Max. Да, наверное, вы правы, но Pro Max нет пока ни у кого на руках, в принципе, вообще, кроме ребят из Apple, может быть, у них есть, я не знаю. Если они дадут этот телефон на второй обзор, и мы что-нибудь еще снимем, я обязательно покажу и расскажу вам. На данный момент что мы имеем? Какое главное отличие между 11 и 12? Немножко изменилась основная камера, она стала чуть-чуть более светочувствительна. Заметил ли я это глазами?
Нет, не заметил. Наверное, разница действительно есть, но я этого практически не видел. Я заметил, что, по моим ощущениям, кажется, фон начал чуть больше размываться, потому что более открытая диафрагма. Что-то там, по-моему, 1,6 вместо 1,8. Я думаю, что я, скорее всего, сам себе придумываю. Тесты один в один я не проводил, и мне кажется, что это, скорее всего, мои галлюцинации. Вторая важная штука. Мне показалось, что 12-й iPhone чуть лучше стабилизирует, по крайней мере, Apple об этом заявили. Я побегал с телефоном без всяких стабилизаторов по пляжу. Сейчас вам покажу, как это выглядит, как только мы закончим. Чем еще отличается? Появился лидар. По моим ощущениям, он сильно лучше собирает карту глубины. И точнее это делает. Сейчас тоже покажу на примере фотографии, потому что я снимал портреты. Ну и меня приятно удивило две вещи. Первое, опять же, я не делал тестов один в один, просто тупо не успел. По моим ощущениям, он сильно быстрее теперь делает фотографии в портретном режиме, потому что портретный режим это нажал, и потом он, наверное, там смело секунду, даже 11 Pro думает. 12 Pro, кажется, тоже думает, но сильно меньше, то есть я большой любитель снимать в таком драйвовом режиме, зажимая кнопочку, кажется, у меня это сильно лучше стало получаться. И плюс сама вырезка с фона, мне кажется, стала еще точнее. Я вот год назад на презентации 11-го показывал, что офигеть, можно снимать портреты, размывать фон, и уже это было хорошо. По моим ощущениям, сейчас стало еще круче. Я хочу еще больше тестов провести, но пока вот у меня iPhone, сколько там, 4 дня на руках, я просто тупо не успел сделать все, но сейчас кое-что покажу. Это основные отличия. Стабилизация, лидар чуть-чуть светлее. Соответственно, когда выйдет Pro Max, там будет еще больше матрица, в 1,5 раза, и там будет еще лучше стабилизация. Это, конечно, больше всего хочется потестить. Плюс в Pro Max телефото линза более длиннофокусная. Если вот здесь в 11 и 12 стоит 56 мм, если я не ошибаюсь, это можно проверить, зайдя прямо сюда. 52, наврал вам, 52, то там 65. Сильно ли будет заметна разница? Я думаю, что нет, но нужно посмотреть. Итак, по поводу стабилизации. Давайте покажу несколько видосиков, которые мы сняли на пляже. Ну вот вам сначала песик, чтобы вы просто порадовались, который пришел к нам на съемку, вот так вот понежился под руками Насти, а потом убежал. Но вот здесь вот мы снимали немножко проходок. В данном случае хочу рассказать, как я это снимал. Телефон просто в руках, нету ни стабилизаторов, ни... Ну, то есть обычно используют гимбал, у нас здесь тоже такой есть, но мы специально просто держал его в руках. Какие-то дубли я держал его в руках, вот просто вот так вот. Какие-то, которые прям совсем снизу, был такой маленький штатив тренога с зажимом для телефона, но он не стабилизирует, он просто позволял мне ниже его держать и не выламывать руку. Самой стабилизации какой-то такой он значимый может не давать. Вот, собственно, несколько видосов. Это я просто в раскоряку иду вместе с Настей параллельно. Так, еще видос. Здесь то же самое. Здесь мы сейчас немножко походим. Я просто иду напротив. Отстаю камерой, и вот тут стабилизируюсь, и вроде снова дальше иду за ней. Завалил горизонт, как лох. Где-то здесь. Здесь небольшой проезд снизу. Тут видно, что вот у меня трясутся руки, и я вверх-вниз дергаю камеру. Но интересно, что она не колбасится ни влево-вправо, ни как-то вот так вот по оси тоже. Она вот трясется только вверх-вниз, но даже гимбал бы вверх-вниз движение бы не исправил. Здесь вот я тоже снимаю, но важный момент, что если вот этот кадр, это ультраширокий план, и здесь в целом дрожь, даже если она есть, она всегда будет смотреться ниже на ультраширокой линзе. Здесь это 52 мм, и, как вы знаете, чем больше фокусная, тем больше должно трястись. Но вот тут я иду, и оно, зараза, стоит. Это очень клево. Я прям кайфанул. И где-то здесь мы еще должны будем побегать. Да. Угу. Это на ультраширокую. И вот я бегу вместе с Настей. Она бежит не супер быстро, но тем не менее бежит. Можете посмотреть, насколько плохо или хорошо он стабилизирует. Опять же, какого-то сравнительного теста у меня нету, но вы можете там просто для себя сделать вывод, достаточно ли это стабильно по вашим ощущениям. Не очень научно, согласен, но тем не менее. Это то, что касалось стабилизации.
То, что касается карты глубины и вырезания человека с фона. Опять же, это немножко антинаучные тесты, но я хочу показать вам несколько примеров, где камера смогла получить достаточно хорошую карту глубины и где не смогла. Итак, давайте, наверное, начнем. Это вот с вот этого. Тут, кажется, все хорошо. Это портретный режим. Картинка, как вы видите, он догадался, что вот эта труба посередине, несмотря на то, что она черная и совпадает с фоном, я не знаю, как он это сделал, но каким-то образом он догадался, что труба не часть фона и оставил ее резкой. Вот в этот момент я прибалдел. Если вы думаете, почему он там изгибается, там реально есть стык двух труб, там такое вот движение. И там кусок скотча, поэтому все нормально. И вот здесь он довольно хорошо нашел край этой нашей несчастной простыни. И тут он довольно аккуратно нашел край. Тут, опять же, не волосы, поэтому, может быть, не так впечатляюще, но вот эта история с трубой меня очень сильно поразила. Чтобы вы понимали, давайте я зайду в Edit. И вот эта картинка, вот до, вот после, обработана прям целиком от начала до конца в дефолтном приложении. Можно взять, сейчас приблизимся немножко, и еще больше размыть фон, если хочется. Или сделать его более резким. Ну, мне показалось, что, в принципе, 4,5 это нормально. То есть, чтобы он был размыт, но не в хламину. И здесь же обработка. Вот все настройки, которые здесь есть, чтобы получить из этой картинки вот эту. Мне кажется, достаточно эффектно, потому что тут мы и небо спасли, несмотря на то, что солнце оттуда светило на самом деле. И лицо Насти каким-то образом подсвечено. И в целом вот эта вот даже дымка в пальто, ну прям почти Питер Линдберг. Пока, конечно, не дотягивает, но и я не Питер Линдберг. И вот где-то здесь были неудачные примеры сейчас. А вот здесь он про трубу не догадался. Вот тут не знаю почему. Кирилл? Оп, все, ура. Вот, видите, тут он трубу решил размыть. Опять же, издалека не сильно видно, но пока не идеально, действительно. Вот тут она почему-то оказалась размыта. Но в целом достаточно эффектно. Вот это тоже портретная картинка. Вот до-после. Тут немножко кадрируется. Оп, оп. В данном случае размыто на 1,4. Мы все понимаем, что это не 1,4. Вот так она выглядела изначально. И вот так вот примерно она размывается. Мне кажется, достаточно эффектно. Опять же, здесь же все настройки для того, чтобы там всякая резкость, definition. Тут немножко баланс белого. Такие минимальные всякие вещи. Вот Vibrance, по-моему, дает вот этот приятный синий фон. Очень легко, то есть не нужно знать ни Lightroom, ни Capture One, ни там всякие VSCO. Прямо в дефолтном приложении можно получать вот такие картинки. Опять же, здесь покажу, это не портретная картинка, это просто снято на обычную камеру, поэтому здесь лайв-фото, и можно выбрать какой-нибудь другой дубль. Да, там где-то вот она или прикольно щурится. Но в данном случае, мне кажется, что это идеальная фаза. Тут она и улыбнулась, и посмотрела в камеру, и не знаю, что там в конце происходило. Соответственно, здесь такая же история. В данном случае я использовал пресет. Dramatic называется. Ну, не знаю, кто придумал эти названия. Соответственно, до-после выглядит вот так. Мне кажется, что довольно неплохо. И из интересного есть такое приложение, которое называется Focus. Черт, вот она. Угу. Вот, она, конечно, не портретная, но если загрузить ее в приложение Focus, то он сам по умолчанию определяет, где человек, где фон, и конкретно на этой картинке может прям очень-очень неплохо размыть фон. Тут можно даже посмотреть, где находится граница. Как-то вот так это выглядит. И он простраивает вот такую вот карту глубины. В целом довольно аккуратно, если честно. Я сильно был удивлен. Это без использования лидара, это он просто взял фотку. Но так как здесь девушка сидит на вот таком вот фоне, как я, да, то там практически нет проблем с границами, с волосами и так далее. Вот, это то, что касается фоток. Но вам об этом подробнее расскажет завтра Лёш Корзов, потому что у него будет только про фото. Я тут немножко просто про лидар захватил кусочком по касательной. Теперь HDR.
Насколько это важная штука, типа вообще, что о нем говорят, и почему некоторые говорят, что это полный отстой, а некоторые говорят, что это прям капец инновация, и, о боже, как же мы будем теперь без этого жить. Мы подготовили для вас небольшую презентацию. Сейчас есть, да? Вы видите два телефона. Сейчас мы откроем какую-нибудь одинаковую картинку, чтобы вы увидели, что они примерно одной яркости. А какой яркости? Так, где? Не здесь. Пардоньте. Так, вот этот, кажется, посветлее. Кажется, еще посветлее. Совпадает? Ну, более или менее, да, нормально. Это примерно, ну, вот такая вот яркость на одном и на другом. Может быть, это чуть-чуть светлее, но нет люксометра, забьем. iPhone по умолчанию снимает в режиме HDR. Это можно выключить, но я пока не понимаю, зачем. Ну, в принципе, выключить можно. Пример вот такой. Сейчас, момент. Не та папка, пардоньте. Залайканные, и они должны быть вот здесь. Какой-то из этих, помню, на 5 секунд. Вот, ура. Оп. Так, не то. Вот она. Я сейчас так, видно? Ага, момент. Вы видите, что один из них контрастней, точнее, как будто бы светлее, вот этот. Вот да, собственно, это видно, даже на моем убогом плейбеке здесь. Значочек HDR. Этот iPhone снял этот видос, собственно, в HDR-режиме. Что это значит? Это значит, что все элементы, которые прям действительно светятся и должны быть очень-очень яркими, получают пиковую яркость конкретно вот в этом месте. Намного сильнее, чем не пиковая яркость. Мы просто вот этот видос перевели в не HDR, и, соответственно, вот вы видите, насколько при одинаковой яркости экранов эта картинка как будто бы вылезает на нас. Когда вы видите это глазами, это немножко ломает шаблон. Что из приятного? Да? Тут я только что сказал, что 12-й iPhone имеет киллер-фичу какую-то, для кого-то может быть. Из интересного, так как этот iPhone не умеет снимать HDR, но в нем OLED-матрица, такая же, я так понимаю, как и здесь, может быть, немножко другая по яркости, то он умеет отображать HDR-контент. И, соответственно, если мы посмотрим, эта штучка, здесь такая же светлая, как и здесь. То есть, по большому счету, это не технология экрана, это именно технология съемки того, как он снимает и потом отображает видос. Соответственно, это может быть довольно эффектно, особенно вот во всех маленьких бликах, которые присутствуют. Еще раз, тут вот немножко. Должно быть очень хорошо видно. Хотя, казалось бы. Из непоняток. Непонятки, значит, такие. Неясно, что с этим делать за пределами айфона и OLED матриц и файлов, переданных через AirDrop или там файлом целиком, чтобы iPhone не пережимал. Потому что вот этот видос мы пережали, просто загрузив его в Telegram и скачав его. Да? iPhone его готовит специально вне HDR формат. Естественно, в Instagram и во все остальные соцсети попадает примерно такая же история. Поэтому какого-то великого смысла в этом нету. И этот контент на телек, на комп я еще не успел скинуть. Но, опять же, я посмотрел кучу разных мнений, и пока очень сумбурно все рассказывают. Своего мнения личного я еще не успел составить, поэтому мне здесь нечего вам сказать. Но я хотел как раз поговорить про то, насколько по-разному эти картинки воспринимаются, те видео, которые сняты в HDR. И для этого, вот я сейчас еще немножко видосов покажу вам, именно уже через камеру, а не как-то по-другому. И эти видосы... Сейчас, где они? Они в конце. Да? Вопрос, где их можно обработать? Их можно обработать прямо вот в родном приложении iPhone. Если нажать на Edit, то он не только делает обработку, накладывает фильтры и что-то там еще делает, он еще и сохраняет HDR. После того, как вы применили все эти фильтры конкретно к HDR-видосу, довольно длительное время он потом это дело сохраняет и обрабатывает. Ну вот, пожалуйста,
ЧБ-видос с HDR свойствами. На экране выглядит очень эффектно. Соответственно, здесь есть... Вот вы видите, когда он первый раз его открыл, наверное, сейчас вот так вот, он потом начинает светиться дополнительно. Это вот то самое как раз для того, чтобы показать максимально пиковую яркость. Вот здесь вот в облаках особенно хорошо это видно. Естественно, показывая вам это через камеру, снятую не в HDR, на YouTube, залитый, через рестрим куда-то там на Facebook или ВКонтакте, сейчас очень сложно, наверное, понять, а какого черта я несу. Но, поверьте, глазами, вот мы с Кириллом, пока готовились сегодня, смотрели такие: охренеть, охренеть, как круто. Что с этим делать, пока решительно не ясно. И давайте я сейчас верну, наверное, конец и покажу вам немножко таймлапсов. Наверное, прям так и покажу, чтобы было проще. Для того, чтобы открыть сразу на двух телефонах. Вчера во время съемки таймлапсов я и на 11 тоже снял таймлапс. И сейчас я найду одну и ту же точку. Вот. В чем особенность таймлапса? Таймлапс — это видео, которое потом сокращается и типа смотрится ускоренным. В чем особенность таймлапса, снятого на телефон? Он... Так, а видно? Нифига не видно, да? Оба. Вот так должно быть лучше. На 11-м айфоне он тоже умеет снимать таймлапс, ничего невероятного в этом нету. Вот так этот таймлапс выглядит. В любой момент, когда я остановлю видео, все максимально резкое. Вот как прям хоть фотографии вырезай. Для тех, кто когда-нибудь снимал адекватные таймлапсы, понимает, что на самом деле это норм-вариант, если не хочешь заморачиваться и подгонять длину выдержки под периодичность, под скорость съемки своего таймлапса, для того, чтобы оно смотрелось логично. Теперь iPhone умеет ночью автоматически включать ночной режим во время таймлапса. Таким образом, картинка сильно меньше шумит на любую из камер, особенно на ультраширокую, потому что раньше это был ад, сейчас нормально. В режиме таймлапса и фото. В режиме видео все еще мыльновато. Но, соответственно, самое главное с точки зрения эффектов, вы видите, что остаются вот эти вот длинные полосы и размытие из-за длинной выдержки. И создается такое более естественное ощущение, все огни начинают размываться. Вот это два видоса сравнения, и сейчас я покажу вам какие-нибудь еще таймлапсы, которые в целом чуть более симпатично, на мой взгляд, смотрелись. По-моему, вот этот должен быть достаточно эффектным. Вот тут прям в начале очень хорошо видно, как совсем все колбасится. Вот такая вот штука. Это то, что касается таймлапсов. Ну что, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Я надеюсь, что вас вдохновило, вы что-нибудь увидели интересное, что вы теперь сами можете попробовать. На телефон, на камеру, неважно что, главное, творите. На iPhone выяснилось, что это довольно удобно делать. Таймлапсы я снял где-то там за час, может быть, еще за полчаса. Все это дело подрезал, смонтировал, выбрал нужные дубли. И, наверное, из часа минут 30 я потратил на подбор музыки, как обычно и бывает. Поэтому, радуйте людей в социальных сетях своим творчеством, занимайтесь творчеством, это очень полезно. Самая моя главная просьба к вам — это снимайте как можно больше, потому что это даст вам практику, практика даст вам опыт, опыт сделает вас клевыми. На этом все. Пока-пока.